Всем привет! В этом видео я расскажу про контроллер влажности и температуры. Данная модель называется XYWTH1. Она идет вместе с выносным датчиком, здесь длина 1 метр провода, датчик SHT20. Контроллер уже выполнен в вот таком вот корпусе с лицевой панелью, что очень удобно, то есть его легко куда-нибудь будет вмонтировать и установить. Всего лишь надо будет вырезать прямоугольное вот такое отверстие, вставить его, и он здесь фиксируется на защелках. И лицевая панель будет уже смотреться как заводская, очень будет удобно в использовании. Здесь у нас есть кнопочки, слева настраивается температура, здесь подписано, и справа влажность. Дисплей имеет две строки, верхняя показывает температуру, нижняя влажность. С обратной стороны у нас здесь есть клеммы для подключения питания, они подписаны плюс-минус. Питание, постоянное напряжение от 6 до 30 вольт можно подавать. Если наклеечки не будет, то на плате, вот там внутри просто там темно не видно, но там есть также подписи, подписаны контакты, куда что подключать. Также с обратной стороны выведены клеммы для подключения ваших потребителей. ТМ – это контроллер температуры, то есть сюда вы подключаете в разрыв цепи ваш нагреватель либо охладитель, то есть устройство может контролировать либо охлаждение, либо нагрев, в зависимости от того, как вы настроите. И с этой стороны у нас DRH, здесь контроллер влажности, вы подключаете увлажнитель, либо осушитель воздуха. Также можно настраивать режим осушения, либо режим увлажнения. Релюшки здесь на 10 ампер, то есть рассчитаны где-то до 2,5 киловатт. Можно сюда подключать потребители. И сейчас я подам на него питание, покажу, как он настраивается. Минус, вставляем минус, плюс, плюс. Вот сразу загорелся дисплейчик. Здесь есть защита от переполисовки, то есть если вы неправильно подключите, ничего страшного, устройство не сгорит. Вот так вот выглядит дисплей. Здесь у нас две строчки. Верхняя показывает температуру текущую, нижняя показывает текущую влажность. Слева и справа у нас находятся кнопочки верхние. С помощью них мы настраиваем температуру и влажность, и также можем отключать контроллер температуры и контроллер влажности по отдельности. То есть если вы не хотите использовать контроллер влажности, мы можем его выключить, off. И также контроллер температуры можем включить, а можем выключить, по отдельности настраивается. Чтобы выставить температуру, при которой будет включаться и выключаться контроллер температуры, нам нужно будет зажать верхнюю кнопку на 3 секунды. Это выставляется нижний предел. Зажали. И с помощью клавиш вниз-вверх мы выставляем ту температуру, при которой будет включаться контроллер. Выставили, нам нужно подождать, пока сохранятся настройки. Вот они сохранились. И выставляем верхний предел. Вот сейчас стоит 35 градусов, можно выставить любую температуру, которая нам надо. Выставили, также подождали. Сохранились настройки, вот. И будет в этом диапазоне включаться и выключаться контроллер температуры. Это при нагреве. Если при охлаждении, то нам верхний предел нужно поставить больше значения, чем нижний. И тогда будет в режиме охлаждения. То есть верхний предел будет, например, 40 градусов. Выставили. Вот долгим нажатием оно будет быстро листать. Выставляем. Сейчас сохранятся настройки. Зажимаем нижнюю кнопочку и выставляем нижний предел, например, 30 градусов. И теперь у нас при 40 градусах будет включаться охлаждение и выключаться при 30 градусах. То есть будет работать в режиме охлаждения. И также само выставляется у нас контроллер влажности. Выставляем верхний предел. Это при нем будет включаться при этом значении. Будет включаться увлажнитель, например, при 30%. Значения сохранились. Выставляем верхний предел. Например, там 45%. И при 45 влажности будет отключаться увлажнитель. Сейчас настройки сохранятся. Если вы хотите в режиме осушения включать, то верхний предел ставите больше, например, там 70% влажности. При 70 включится осушитель и выключится, уже выставите значение, при котором будет выключаться, например, там 50% влажности, он будет выключаться. То есть работает либо в режиме осушения, либо в режиме увлажнения. Вот так работает данный контроллер температуры.
Всем спасибо за просмотр, ссылочку оставил в описании. Всем пока.